Приветствую вас на канале Экодрифт. Сегодня с вами я, Натали, и речь пойдет о V12, предстоящей горячей новинке от InMotion. А Taycan, несмотря на все его великолепие и сходство, наш рассказ пойдет только про колесо, увы. Самый главный элемент экстерьера – это, безусловно, встроенный дисплей, а точнее целый бортовой компьютер. Он яркий, красивый, экран сенсорный, управляется пальцем, и здесь есть практически все настройки, которые необходимы, кроме функции разблокировки, которую можно снять только через телефон. Здесь же сверху раскладная походная ручка. Позволяет колесо вести рядом, и эта ручка очень похожа на ручку от V11, только подлиннее. Минус ее в том, что резиновый набалдажник имеет свойство покрываться пылью при скоростной езде, что не очень приятно. Под этой ручкой другая ручка, которая понадобится для переноски, и под ней традиционная кнопка блокировки двигателя, чтобы колесо не раскрутилось у вас в руках. Рядом сбоку кнопка, которая позволяет также включать разные режимы работы фары. Просто нажимаем по одному разу и находим тот свет, который нужен именно вам. Кстати, про фару. Она не светит. Она светит в трех вариантах: дальний свет, ближний свет и комбинированный, когда загораются оба ряда ламп. Чтобы в случае чего смягчить удар при падении, спереди и сзади у корпуса предусмотрены резиновые бамперы. Они довольно далеко торчат вперед и вполне спасают от ударов. Особенно хорошо работают эти резинки, если колесо упало, будучи неаккуратно припаркованным к стенке. Хотя зачем к стенке? У V12 точно такая же подставка, как у модели V11. Просто и довольно удобно, лично как по мне. Здесь же рядом с подставкой есть штатный брызговик, который неплохо помогает от небольших луж, если вы проезжаете их на скорости до 25 км в час. Еще резиновая заглушка, за которой скрываются USB-порты для зарядки ваших гаджетов, в том числе разъем Type-C. Сбоку на корпусе подушки были. Кстати, вот они. Да, симпатично. Они крепятся на защелке. Это достаточно интересно, но за них совершенно нет возможности зацепиться при разгоне, торможении. Они округлые, поэтому вам понадобятся кастомные подушки или упоры. Они действительно очень сильно меняют динамику и управляемость. Хотя покупать дорогие аксессуары вовсе не обязательно, вы всегда можете придумать что-то свое. Но, по нашему мнению, лучше все-таки это сделать. Слишком большая разница между штатным вариантом и кастомными подушками. Светодиодные ленты сбоку и сзади. Сзади они типа еще стоп-сигналы, но есть одно но. Днем все это счастье вообще не видно. InMotion очень любит, чтобы подсветка была максимально тусклой. Через приложение доступно несколько режимов подсветки, и даже можно полностью настроить схему под себя. Педали традиционные для InMotion, с наждачкой. Очень не хватает шипов. Лично я бы поменяла их на что-нибудь. Ну а снизу у нас двигатель. Покрышка 16×3, что правильнее было бы назвать 17 дюймов из-за размера по внешнему диаметру. Петь оды внешнему виду и качеству можно очень и очень долго, но самое главное в V12 – это его динамика и скорость. Мы рискнем сделать заявление, что V12 с легкостью может стать убийцей Николы и 16X. По сравнению с Шерманом или с другими колесами, как 16 радиуса с Николой 16X, влияет то, что у него 100 вольт. Он очень быстро разгоняется, управляется комфортно. Привет, ребятки! Роман Кот. Колесо мне достаточно понравилось, сильно понравилось. Оно заменит в будущем Николу, возможно, для тех, кто хочет перейти с ГТВ обратно.
Инму удалось сделать колесо, которое по-настоящему едет. Это 100-вольтовое колесо, первое 100-вольтовое колесо от InMotion. Диаметр 16, конечно, хотелось бы, может быть, побольше, но что имеем, то имеем. Оно валит. Может быть, не так, как Gateway в каких-то моментах, но действительно, это по-настоящему классная моделька, которая начала валить. По стилю смотрите сами. InMotion пробует квадратный стиль, стиль чемодана. Кому-то зайдет, кому-то нет. Мне зашло. Дальше посмотрим, что будет. 100 вольт V12 – это история про 100 вольт. Но и это еще не все. Раскрутка на холостом ходу 100 км в час, как у МСП или РС. Двигатель – это еще один удивительный пункт от InMotion. Вы не поверите, но этот двигатель от 16X. Даже маркировка на нем точно такая же. А InMotion'овские жесткие педали по алгоритму управления с легкостью затыкают за поясы ветеран и бигуди. Причем педали у InMo можно дополнительно регулировать в настройках. И речь не про жесткость. Там два режима – оффроуд и обычный. Оффроуд режим на неровностях дополнительно приподнимает педали, чтобы райдер чувствовал себя максимально устойчиво и случайно не соскользнул с педалей вперед. Очень интересная фишка. Поговорим о том, как устроен InMotion V12. Я, безусловно, полностью владею вопросом, но вы мне все равно не поверите. Поэтому слово предоставляется Евгению. Добрый день. Меня зовут Евгений, я являюсь сотрудником сервисного центра Экодрифт. Мы действительно разобрали V12, который нам предоставила компания InMotion. Хочу обратить внимание, что это предсерийный образец, и в финальной версии все может выглядеть несколько иначе. И 30 килограмм здесь совершенно не просто так. Вес этот малыш набрал из-за своей основательности и массивности элементов конструкции. В целом, основная идея расположения компонентов взята у V11. Главной отличительной особенностью которого, кроме подвески, была отдельная металлическая капсула, внутри которой расположен контроллер в формате двух плат. Кожух V12 по совместительству является основной несущей рамой, к которой, в свою очередь, крепится металлическая ручка для переноски. Такое решение закрывает сразу несколько вопросов. Охлаждение, в том числе со стороны арки колеса, неплохая гидроизоляция прямо с завода, повышенная прочность узла и колеса в целом. Главным недостатком такой оболочки в модели V11 стало сложное отключение проводов двигателя, чтобы извлечь последний для замены, скажем, камеры в случае прокола. В V12 эту ошибку учли, и теперь отдельно снаружи контроллера под дополнительной пластиковой накладкой размещены коннекторы силовых проводов и датчиков холла. Это в разы облегчает извлечение мотор-колеса. Но есть одно «но». Коннекторы двигателя достаточно массивные и не пролезают в штатные отверстия. Пока не снимем с одной стороны аккумулятор, так что придется поработать отверткой. Но даже это не идет ни в какое сравнение с моделью V11. Здесь все намного проще и быстрее. Инженеры InMotion молодцы, и V12 в этом плане сделано вполне удобно. Аккумулятор представлен двумя независимыми сборками. Это стало фишкой InMotion. Батареи можно подключать независимо друг от дружки, не обращая внимания на их напряжение. Контроллер сам разберется и уравняет их напряжение в процессе эксплуатации. Каждая сборка собрана в отдельный пластиковый кожух и также имеет неплохую гидроизоляцию и прочность с завода. Корпус под сборками и со стороны арки снабжен дополнительными ребрами жесткости. При езде на одной ноге вы точно не согнете корпус, и он у вас не лопнет, как это случается на Kingsong 18XL. Недостатками такого решения будут небольшое увеличение ширины корпуса и склонность арки колеса к зарастанию грязью. Самое приятное в 2021 году – это увидеть новую модель с классическим двигателем, без дырки и большого подшипника. Внутри стоит 6203, стоимость которых приятно греет душу. Провода разнесены на разные стороны. С этой стороны находятся силовые кабели, а здесь находится кабель датчиков холла. Стойки крепятся через сухари и фиксируются винтом в точности, как на модели V10F. Такое крепление неплохо себя зарекомендовало. Кроме того, InMotion уже анонсировали ряд изменений, которые должны быть воплощены уже в первой партии V12, в отличие от предсерийных образцов. Сейчас все перечислю. Походная ручка. Будет уменьшен угол складывания, чтобы улучшить качество и удобство складывания. Будет изменена форма с той же целью. Ручка будет короче на 2 см, чтобы избежать поломки после ударов при падении назад. Фиксация ручки будет усилена и уменьшен люфт, чтобы предотвратить болтание ручки на кочках. Фара будет на 80% ярче. В тестовых образцах подрядчики допустили небольшую ошибку при выборе комплектующих. Заглушка порта зарядки тоже поменяет свой внешний вид.
Порт зарядки аккумулятора будет заменен на GX16, и он будет полностью совместим с зарядными устройствами Bigudi и Sherman 100-вольтовые. Педали пользователь по своему выбору сможет опустить ниже на 2 см. Зарядное устройство в комплекте будет с током 2,3 ампера, а максимально возможный ток заряда будет увеличен до 10 ампер. Дополнительно будет улучшена гидроизоляция. InMotion V12 определенно имеет огромные шансы на успех. Все те, кто так давно ждал быстрое колесо, но чтобы оно не было в упаковке Bigudi, наконец дождались. Полагаем, что некоторых отпугнет цена, которая еще даже неизвестна. Но разве это может кого-то удивить? Все колеса подобного класса находятся приблизительно в одной ценовой категории. Это уже почти норма. А пока колесо отправляется в тур по YouTube-блогерам, и вы тоже можете получить уникальную возможность прокатиться на этом чудо-колесе в своем городе. Все просто. Оставляйте комментарий под видео с текстом «Хочу тест-драйв V12» с указанием места жительства. И если желающих будет достаточно, то мы отправим колесо вам. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, приезжайте кататься. Погодка, ух. Чао.